Первым дворцом османских султанов являлся дворец в Бурсе. После него открылась новая резиденция в Эдирне. Когда султан Фатих Мехмед завоевал Константинополь, был известный нам Старый дворец, а уже за ним возник дворец Топкапы. С европеизацией османского двора и Топкапы канул в лету. Почему я начала свой рассказ о близком подданном Сулеймана именно со дворцов? Все просто. Недавно мы смотрели с вами сюжет на нашем канале про Соколу Мехмеда Пашу. Вас заинтересовала личность Аги, который в последние годы всюду сопровождал Кануни, двигаясь за ним, словно тень. Этого человека звали Ферхат Ага. Нам его показали как хранителя покоев Сулеймана. Такого титула или такой должности при дворце османских султанов не существовало в истории. Однако в сериале мы видели поочередно право быть хранителем султанских покоев принадлежало Ибрагиму, Балибею, Лакману Аге, и последним при султане до его смерти оставался Ферхат Ага. Говоря о должностях при дворе падишаха, надо знать следующее. Дворец Топкапы, мы будем говорить об эпохе Сулеймана, состоял из множества помещений и был разделен на основные отсеки, образно выражаясь. Там был гарем, жилые помещения султана и членов династии, административные помещения, кухня и так далее. Также на одной территории располагался учебный центр Эндирун. Во всей этой организационной структуре были свои руководители. Если взять, к примеру, отдельно Ибрагима Пашу, то в энциклопедических турецких источниках его карьера началась с должности советника султана, после чего он руководил палатой для приема иностранных послов. Она же комната для самых секретных разговоров и тайн. Затем Ибрагим возглавлял дворцовую охрану. Так продолжалось почти 3 года, пока Паргали не отправился с Сулейманом в военные походы, где сумел доказать повелителю и в этой области свои исключительные особенности. Я не буду забивать ваши мысли сейчас правильными наименованиями должностей и титулов, тем более запомнить это с первого раза нереально. У меня другая сегодня информация. Изучая сериального персонажа Ферхата Агу, я, к сожалению, и изначально не нашла прямой его связи с историческим персонажем. Но сложив воедино разные факты и сведения, я таки вышла на исторический прототип, который, как мне показалось, и был тем человеком. Но серьезно, сами понимаете, не напишут же в исторической диссертации текст типа «Это тот самый Ферхат, которого вы видели в сериале». Действительно, в истории в последние годы рядом с Сулейманом был человек по имени Ферхат Ага. Он был для него кем-то вроде советника. Султан ему очень доверял. Ферхат отправился с Кануни в его последний в жизни военный поход. Ферхату приписывают албанское происхождение, затем стандартное попадание в рабство, обучение в Эндируне и карьера государственного служащего. Начинал он свою деятельность с должности охранника ворот дворца, после чего стал советником Сулеймана. После смерти Кануни Ферхат активно помогал Соколу Мехмеду Паше в перевозке тела султана в Стамбул, а затем уже при султане Селиме получил должность Мирахур или Имрахур, кому и как больше нравится. Это титул главного конюха султанских конюшен. Здесь я немного запуталась в датах, но думаю, это не критично, так как далее историки пишут, что Ферхат стал бейлербеем Румелии, но уже через 3 месяца был отправлен на войну. Не знаю, конечно, как госслужащий, не имеющий военной подготовки, руководил армией, но отмечается, что в одном из военных походов он добился неплохих результатов, однако по неизвестным причинам его сняли с должности. Думаю, это увольнение из армии имело положительный момент, так как Ферхат стал 3-м визирем. Читая историю османских визирей, особенно после эпохи Сулеймана Великолепного, не раз отмечала, зачем нормальные и порядочные люди рвались в такую власть. Почему? Да потому что, согласно истории, выживали там не те, кто верой и правдой служил народу, например, такой, как Соколу Мехмед Паша, а те, кто умело плел интриги. Придя служить в диван, Ферхат столкнулся с таким страшным человеком, как Синан Паша. Участвуя в различных дворцовых перестановках, Ферхат вскоре стал главным врагом Синана. История казни Паши описывается уже во времена султана Мехмеда, правнука Кануни, то есть с момента смерти Сулеймана прошло около 30 лет. Вполне себе допустимый интервал, который еще раз говорит о том, что это может быть тот самый исторический персонаж.
Сначала Ферхат был отстранен от должности визиря и отправлен в военный поход. Находясь на войне, Ферхат получает весть о том, что султан Мехмед издал приказ о его казни. Паша укрывается где-то в одном из своих поместий, но его находят и казнят. Историки пишут, что когда Мехмед узнал, что Ферхат был казнен по надуманным основаниям, полученным в результате заговора, он очень об этом пожалел. Современники же оценивали Ферхата Пашу как смелого, доброго, осторожного и храброго. Писали же о нем как об одном из самых достойных визирей той эпохи, абсолютно заслуженно занимавшим пост визиря. Честно говоря, мне по сериалу этот персонаж очень нравился. От него веяло какой-то надежностью и порядочностью. А вам каким показался Ферхат Ага? А на сегодня все. Не пропускайте главное, подписывайтесь на канал и посещайте вкладку «Сообщество», чтобы узнавать про Османскую империю то, что остается за кадром наших видео.